В роскошном отеле в центре Марсвуда ужин проходил в привычной для богатых тишине. Хрустальные бокалы, тихая музыка, запах дорогих духов – все говорило о статусе и деньгах. За одним из столов сидел Ричард Дойль, владелец строительной империи, человек, привыкший видеть перед собой только покоренные взгляды. В тот вечер ему подала бокал молодая официантка, Элиза, студентка, подрабатывающая по вечерам, чтобы оплатить учебу. На ее лице не было косметики, волосы собраны в аккуратный пучок. Она казалась тихой и сдержанной, но в ее глазах светилась уверенность. Ричард, привыкший к восхищенным улыбкам, решил развлечься. С усмешкой он сказал: «Если обслужишь меня по-французски, получишь $5000. Соседи за столом засмеялись. Они ожидали смущения, растерянности, может быть, покорности. Но Элиза не изменилась в лице. Она поставила бокал на стол, выпрямилась и спокойно ответила: «Простите, сэр, но я не продаю язык, на котором выражаю уважение». В зале повисла тишина. На секунду даже музыка показалась слишком громкой. Ричард поднял брови. Впервые за долгое время он не получил ожидаемого удовольствия от своей игры. «Ты отказываешься от 5000 за пару фраз?» — спросил он, скорее с любопытством, чем с раздражением. «Деньги — это не благодарность», — ответила Элиза. «А я не хочу превращать уважение в сделку». Ричард молча наблюдал, как она уходит к другому столу. Впервые за много лет ему стало стыдно. В ее словах не было дерзости, только простая честность, к которой он давно разучился прикасаться. Всю ночь он не мог забыть ее. На следующее утро Ричард приехал в отель снова, уже без свиты и без дорогих костюмов. Он попросил Элизу выйти. «Вчера я вел себя как человек, который привык платить за все», — тихо сказал он. «Но ты показала мне, что есть вещи, которые не купить. Я хочу, чтобы ты помогла мне с проектом благотворительного фонда, не ради денег, а ради смысла». Элиза долго молчала, потом кивнула. Так началась работа, которая изменила не только их жизни, но и десятки других. Через год в том же отеле открывали новую программу поддержки студентов, оплачивающую образование тем, кто работает и учится одновременно. На сцену вышел Ричард, теперь уже не надменный миллиардер, а человек, говорящий от сердца. Рядом стояла Элиза. Когда ему предложили сказать напутственные слова, он улыбнулся и произнес по-французски: «Le respect ne se vend pas. Il se mérite». Уважение не продается. Его заслуживают. Зал встал, а Элиза тихо улыбнулась, не из гордости, а потому что знала, иногда одно честное слово сильнее любых денег.